Это душный, четкий, точный контент, что мы смотрим коллекцию Chanel и мы понимаем, блин, вот этот принт, он из нашей книги. Занудка, занудная минутка. Я не могу ничего сказать, не могу себя постоять. Всем привет-привет! Я рада видеть вас на моем канале. Я Дарья Кочукова, дизайнер, стилист и тренд-аналитик из Парижа. В этом видео мы поговорим с вами про тренды на 26 год, и как тренд-аналитик я подготовила для вас самый точный отчет, инсайдерский, со всеми цифрами, аналитикой, что нас ждет в мире моды в 2026 году и как это адаптировать на каждый день для нас с вами, кто любит моду. Я очень благодарна за ваши лайки, комментарии, обратную связь и подписку на мой канал. Под этим видео вы найдете интересную информацию, поэтому загляните туда и не забудьте поставить лайк этому видео, мне будет очень приятно. Ну что же, устраиваемся поудобнее, наливаем чай и погнали. Хочу напомнить, что настоящие тренды – это не то, что стилисты видят на показах. Настоящие тренды основаны на насмотренности стилистов, дизайнеров, а также на конкретных цифрах. Что у нас ищут в интернете, какие запросы у клиентов, чего они хотят и что покупают. И из всего этого строятся настоящие тренды, которые помогают нам предугадать и точно знать, что же будет происходить в ближайший год. Поэтому сегодня будет все очень четко, с цифрами, все как я люблю. Друзья надо мной шутят, что иногда у меня есть такое минутка-занудка, занудная минутка, но этот душный, четкий, точный контент помогает не ошибиться. У нас с вами в этом сезоне было 15 новых дизайнеров, которые первый раз показывали свою коллекцию. Среди них, вы знаете, это Джонатан Андерсон в Диоре, это Матьё Блази в Шанеле, это Демна Гвасалия в Гуччи и Алессандро Мишеле в Валентино. Первый раз за несколько сезонов у нас сменилась пятерка брендов, за которыми все наблюдают. И, конечно же, больше всего трафика у нас было направлено на Chanel, Dior, Bottega Veneta, Valentino, Miu Miu, Sisselin. Chanel с 4 места переместился на 1 место по трафику, то есть все сейчас наблюдают за Chanel, на 2 месте у нас Dior. Я думаю, владельцы Chanel, братья Вертмайеры, понимают, что они сделали правильный выбор в сторону Матьё Блази как нового арт-директора. И Бернар Арно в LVMH, который владеет Dior'ом, также не ошибся. Dior с 8 места переместился сразу на 2 место по интересу публики. Благодаря Матьё Блази интерес к Chanel вырос на 70%, а это значит, что очень важно внимательно рассмотреть всю коллекцию, потому что Chanel сейчас задает новые коды того, что нас ждет в следующих сезонах и в следующем году. Как строится любовь к определенным вещам? То, что нам нравится, это, скорее всего, мы увидели эту вещь достаточное количество раз. И чем больше мы это видим, тем больше нам это нравится. Также работает и с ДНК личного бренда. Чтобы люди вас с чем-то ассоциировали, запоминали, нужно, чтобы они видели вас достаточное количество раз. Например, на консультациях я всегда говорю, что мы выстраиваем ДНК вашего бренда. Вы должны ассоциироваться с чем-то. Если вы не ассоциируетесь ни с чем, то, скорее всего, вас для незнакомых людей вы им просто не запомнитесь. Поэтому сейчас Матьё Блази выстраивает новое ДНК бренда Chanel, и вот из чего оно состоит. Первый глобальный тренд – это низкая талия, а сейчас 36% силуэтов занимают образы с низкой талией. Сама Коко Шанель также использовала низкую талию в своих силуэтах, поэтому это не то, что Матьё Блази принес. Он нашел это в архивах и интерпретировал на современный лад. И, конечно же, как я уже говорила, у нас очень большой тренд на асимметрию. Посмотрите первую часть про тренде на восточную эстетику и мандарин джекет. Асимметричные оверсайз рубашки и асимметричные юбки. Раньше такого в Chanel мы не видели, но им нужно обновлять их целевую аудиторию, делать ее более молодой. Следующий тренд и код бренда Chanel – это бахрома, юбки с бахромой. Мы про это говорили, что в первой части видео я разбирала подробно тренд на бахрому, какой она может быть, как ее носить, как адаптировать, и даже в описании видео у нас есть подборка, поэтому советую посмотреть. Следующий тренд – это юбки с принтом, что очень интересно, потому что раньше лично у меня, как человек, который работал с принтами, Chanel вызывал всегда много вопросов, откуда эти детские инфантильные принты. Сейчас принты стали более женственными, продуманными, взрослыми и уже не настолько инфантильными. Они реально выглядят стильно и интересно. У нас случался такой казус, что французские бренды и дома, расскажу вам секрет, работают по архивным книгам, и у нас было очень большое количество на работе архивных книг от 12 до 20 века с принтами.
И в этих книгах у нас есть такие небольшие кусочки, которые, возможно, это какое-то старое платье, старые обои, но они разрезаны на много частей. И такие же книги есть у многих других модных домов. И у нас получалось так, что мы смотрим коллекции Chanel, и мы понимаем, блин, вот этот принт, он из нашей книги, у нас тоже такой есть, то есть мы его уже не можем ни продать, ни использовать, и ничего с ним не сделать, а мы его, допустим, отложили или предлагали какому-то клиенту. Поэтому это всегда очень деликатный вопрос, и важно быть в курсе всего, что происходит, и иметь большое количество насмотренности. Следующий тренд – это Saint Laurent, который у нас меняет свой подход к модному бренду и к трендам. Вместо того, чтобы в коллекции показывать много разнообразных образов, большое количество вариантов, они решили скорректировать, опять же, ДНК своего бренда. Это самый большой тренд на качество, а не количество, абсолютно в любой сфере жизни, поэтому нам важно это принимать уже сейчас и интегрировать в свою жизнь, плюс это улучшает значительно уровень нашей жизни. Вот, так вот, Saint Laurent теперь у нас вместо большого количества вариантов, они сконцентрировались на архивах модного дома, интерпретировали их для 26-27 года, создали невероятно красивую палитру натуральных природных оттенков, которые уже вдохновились много и масс-маркет. Я недавно видела в сторис, то ли Личи, то ли кто-то еще уже сделали коллекцию практически один в один по цветам, и это выглядит действительно дорого, стильно, хорошо и красиво. Из интересных трендов это то, что теперь у нас минимализм уходит абсолютно на второй план, и у нас становится популярным организованный хаос. Что такое организованный хаос? Если мы зайдем в бутик Saint Laurent, я прям настоятельно советую и рекомендую вам туда зайти, вы увидите, что раньше у нас на полочках стояли туфли, много места вокруг, красивый мрамор, и это нам всем казалось, что, блин, офигеть, это так красиво. Они могут себе позволить такое большое пространство для одной пары обуви, просто невероятно. То сейчас у нас в моду входит организованный хаос. Это значит, что образы будут более яркими, будет больше аксессуаров, будет больше тренда кич, но чтобы сделать организованный хаос, нам нужно иметь большую насмотренность, знание истории искусства, и знать культурные коды, и знать законы гармонии, чтобы все это вместе собрать. То есть индивидуальность, еще раз индивидуальность выходит на первый план. Если вы не знаете, что вам подходит, какие у вас архетипы, какие роли, какие аксессуары являются лично вашими, а не навешенными трендами из соцсетей, то сложно будет быть в тренде и быть актуальной. На эту тему у меня есть целый курс ФАМ, где мы с вами, либо мои консультации, где я могу вам помочь создать именно ваш ДНК стиля. Поэтому и Saint Laurent это очень ярко показывает. И сейчас у нас в моду входит концептуальная мода. Это не базовый гардероб, не только то, что нам всем подходит. Универсальность это просто нет, это запрет. Сейчас в моде индивидуальность. Поэтому у нас в моде Алая, Maison Margiela, Courrèges, Jean-Paul Gaultier. Все те люди, которые создают какие-то необычные образы. Если вы присмотритесь, откроете соцсети, даже любой масс-маркет, то очень много появилось образов и вещей, где дизайнеры действительно задумываются над кроем, и это самый большой тренд, то есть начинать разбираться в этом. Банты, посмотрите на обилие бантов, на 1400% больше бантов в этом сезоне, чем когда-либо раньше, это значит, что на них идет огромный спрос, плюс у нас Джонатан Андерсон в коллекции Dior добавил тоже банты в образы на новую сумочку Леди Диор, и именно благодаря этому это растет. Но опять же, здесь такой kind reminder, банты подходят не всем. Если, например, давайте сделаем на моем примере, у меня образ, я хочу быть организованной, стильной, женственной, секси, пекси и так далее, и банты для меня не должны уходить в инфантилизм, потому что с моим милым лицом и моим типажом и моими архетипами это будет давать сигнал окружающему миру и мне, моему характеру, моему настроению, что ой, такая вот, я не могу ничего сказать, не могу себя постоять. Поэтому используем только те тренды, несмотря на то, насколько это популярный тренд, если он вам не откликается, не вписывается в ваш гардероб, вообще нахрен вам не нужен, не используем. И бахрома. Перья, мех, банты, бахрома. К этому организованному хаосу, выражению себя. Прежде чем мы перейдем к аксессуарам, давайте еще раз напомню про цвета. Вслед за этой яркой индивидуальностью у нас появляется тренд на новый цвет. Это оттенки желтого-оранжевого. Оранжевый на 40% вырос интерес к этому цвету. И здесь у нас есть два типа. Это Orange Statement, такой заявляющий о себе, яркий, дерзкий, подходит архетипам шут, творец,
И натуральные, очень утонченные, такие оранжево-охро-коричневые, это для меня очень, мне это ближе. Вы можете выбирать, что вам подходит по цветотипу, по вашему самоощущению, по вашим архетипам. Весь коричневый гардероб остается на месте, можем расслабиться. Я еще фанатею от серого, его здесь нет, но опять же, все зависит индивидуально от вас. Если мы говорим про цвета, то также вырос интерес к коричневому, красному, зеленому, светло-розовый и светло-желтый. Когда мы видим эти цифры, мы понимаем, что эти цвета будут все чаще появляться у нас и на масс-маркете, поэтому можно присматриваться, искать свой оттенок, и я настоятельно рекомендую, я об этом, мне кажется, говорю в каждом видео, но если это первый раз, когда вы смотрите, ищите новые интересные оттенки в своих сочетаниях. Вместо черных брюк выберите винные, изумрудные, темно-синие, темно-коричневые. Вместо черной водолазки выберите светло-розовую, винную, опять же коричневую. И даже если вы выберете юбку фуксия, изумрудный лонгслив или блузку, ваш образ станет уже намного интереснее благодаря обычному крою и привычным вещам. За счет цвета, за счет вашего знания своей палитры, своей тональности вы сделаете свои образы. Ваш градус стиля просто взорвется и вылетит в стратосферу, поэтому используйте этот инструмент. Я всегда делаю подборки по цветам в своих соцсетях, поэтому подписывайтесь и наблюдайте, вдохновляйтесь, пробуйте, присылайте, что у вас получается. Перейдем к аксессуарам. Следующий тренд, который будет везде, это открытые сумки, и практически уже все бренды выпустили сумку с одной ручкой, благодаря которой она остается открытой. Это такая небольшой омаж, данность Келли от Hermes, когда у нас есть только одна ручка и сумка постоянно открыта, потому что ее тяжело застегивать. И также вырос спрос на сумки с бахромой. В предыдущем видео, в первой части, я тоже оставляла подборку на сумки с бахромой, поэтому переходите в описание и смотрите, что там есть. По поводу обуви, модель Flip-Flop, все, что через пальчик, у нас будет расти на 36% больше обуви летней через палец, если вам удобно, комфортно. Опять же, это тренд, но никто не запрещает от него отказываться. Это тонкие кроссовки на очень тонкой подошве. Практически они чем-то похожи на боксерские, на рейсерские кроссовки. Присмотритесь к ним, они будут везде, они уже начали появляться. Я вижу это не только в модных люксовых домах, но и в масс-маркете. Если вы хотите какие-то подборки, кстати, пишите в комментариях, я с удовольствием для вас их подготовлю. И следующий тренд в обуви – это прозрачная обувь. Раньше у нас были популярны медузы, началось это все с алая, балетки в сеточку, и сейчас у нас продолжает расти спрос на эту обувь. Далее в аксессуарах моносерьги, моноаксессуары, которые добавляют акцент в образ. Вы можете выбрать то, что подходит для вас. И также растет спрос и интерес к массивным украшениям. Опять же, напоминаю, что массивные, они должны быть пропорциональны вашему лицу, вашему росту, потому что для девушки ростом 157 и для девушки ростом 185 одна и та же пара аксессуаров будет выглядеть абсолютно разного размера. Также это касается сумок и колье и всего прочего. Поэтому будьте внимательны и подбирайте то, что подходит именно вам. Но моносерьги и bold accessories, такие серьги, такие большие, массивные, тоже у нас в тренде. Обязательно пишите комментарии, как вам это видео, ваша обратная связь, что вы хотите попробовать, что вы точно напишите: ой, Даша, нет, это вообще не для меня, я считаю это уродством. Это тоже всегда интересно, потому что у меня есть с подругами такие случаи, которые они пишут, когда они пишут: ой, нет, я буду не модная, я не буду это носить. И через год такие сами полностью в total луке и странные такие: ну ладно. Да, это так работает. Вот, поэтому пишите комментарии, обратную связь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне это очень приятно. Спасибо вам большое за просмотр, до встречи в следующем видео и пока-пока.